Не снимай, не выкладывай. Спят ваши девчонки и мальчишки. Я уже успел порезаться. Ножик просто, как ты понимаешь, просто супер острый. Супер. То, что надо. С тем ножом, который я сломал, не сравнить. Так, это у нас чего? Это у нас генераторный. Кондейный. Генератора кондейный. Вот, еще ждем на помпочку трехручейковый. Возьмем с собой в дорожку. А я стираю куртку свою, желтую, которая стала желто-черная вдруг. Тук. Я ее целый час щеткой драила в ванной специальным мылом. У нее порван рукав откуда-то. Сейчас отжимаем. Ну и чё ты тут? Всяко чуть светлее стало. Просто жесть. Сейчас бы просто 2 ночи бы обтекала. Не снимай, не выкладывай. Это похоже на случай ядерной войны строили. Прикинь, мраморные ступеньки, представляешь, просто в подвал ведут. И вот эти вот, короче, перила, это... Мы когда ездили работать вот в поселок, там этот, как его, пенсионат для рабочих. Там такие же были ступеньки и такие же перила, представляешь? Ага. Как видишь, как длинный, полный коридор. Сердце лепло. Ага. Сюда не курить. Сейчас прям, потом направо, конец и там. Если там это, Шнайдер, Серега. Ага. Что-то у него, ну, плохо, что-то болело. Короче, бегаем уже, наверное, сколько? Сколько мы тут бегаем уже? Мы потерялись. Прикинь, какой коридор. Офигеть. С загибом. Жесть. Кабинет нашли, короче. Теперь выход надо найти. Выбрались кое-как. Целое приключение, блин. Какие двери шикарные. Ой. Ну, в общем, вот. 3 дня мамка полежала. Ничего ей не делали. Она лежит и ноет. Вот. Сказали, не будут оперировать. Потом сказали вообще в пятницу. Сегодня пишут, говорит, я выписалась, приезжайте, забирайте. Вот так вот. Вот мы приехали и забрали ее. Что поделать? Прибыли домой. Будем жить дальше. А там видно будет. Война план покажет, как говорится. Вчера, наверное, целый час стирал куртку. Щетками, мылом, всяким. Просто черный воротник был. Вот тут все черно, короче, вот тут. Вот здесь вот просто чернь была. Это я сейчас ее... Да, это мокрая. Это я сейчас ее хватал. В общем, неудачная куртка, неудачный цвет, потому что пятна так и лезут. И еще есть проблемка. Видишь? Уже зашивал. Видишь, нитки? Сейчас еще раз буду зашивать. Покажу кое-что. Сейчас такая интересная вещь произошла. Такие вот наклеечки, короче, приехали ко мне. Сегодня с дуру заказал, чтобы если кто-нибудь в Москве подойдет, допустим, дать наклеечки там. Сейчас расскажу тебе.
интересный случай весьма. Вот, ты же этого хотел? Оп. Ну ладно, хрен с тобой. Ой, носки, не смотри. Отсматриваю бложек, короче. Я тут в последнем бложике. Бложик называется вот так вот, короче. Выйдет он не скоро. Но ты это видишь уже после того, как он выйдет. Вот, хочу тебе показать. Заказал наклеечки. Как всегда, мне сделали комплимент. Видимо, я там у них самый крутой клиент. Сказали, что я заплатил за 10. Давай посчитаем. Тут, по-моему, больше, чем 10. Прям круто. Сейчас запущу, короче, к себе везде. Так, 3, 5. 3, нифига. Ну, молодцы. Красавчики. Так, 4. Я запутался. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Офигеть. 11, 12, 13. Вау. Так вот, история, короче. История. Когда-то давно, когда мы пацанами бегали по кварталу, беленький взял специально, чтобы на стекло клеить машины. На тонированное. Или на что-то темное. Вот, у меня был дружок. Мы все за кем-то когда-то забегали, стучались там в дверь. Я обычно друга заводил вот сюда в коридорчик, сам одевался, типа, пока он сидел, ждал меня. Вот. Также я забегала за своим дружбаном, не буду называть, как его зовут. Забегал. Он мне говорил: зайди, я сейчас оденусь, выйдем. Я, значит, заходил, и с кухни орала мать: зачем ты его запустил? Пусть стоит в коридоре. Коридор общий, вот, из которого вход в квартиру. Я, конечно, был мелкий пиздюк в те времена, ну, как бы не мог слова воткнуть, но она, глядя мне прям в глаза, мимо меня, как бы орала своему сыну: зачем ты его запустил? Якобы я мог бы что-то своровать, что ли, там, или что, я не знаю, в чем был прикол. Сейчас я выхожу, значит, на улицу забирать наклейки. Подходит она: а ты работаешь? Меня спрашивает. Я говорю: ну, когда есть работа, работаю. А где ты работаешь? Я говорю: я учу людей играть на барабанах, я снимаю комнату и езжу туда, когда есть ученик, я приезжаю, мы занимаемся барабанами. А машины ты больше не ремонтируешь? Это она меня спрашивает. Я говорю: я даже уже забыл, когда я это делал вообще, ну, честно говоря. А почему, говорит, ты перестала их ремонтировать? Я, честно говоря, думал, что она сейчас скажет: у нас машина забарахлела что-то там, то ли у них, то ли у сыновей у их. Я начала рассказывать историю, как я бросила заниматься машинами. Вот, я ей все это рассказал. Когда первый раз в жизни меня позвали работать на концерте, я настолько продуктивно мне нужно было поработать, подготовиться, куча песен. А я в те времена был, я не знал нот, во-первых. Во-вторых, я снимал все просто на слух. Мне никто не расписывал партии, мне скинули песни, я их выучил просто так. Выучил я их буквально за 2 дня. Вот. Ну, у меня было 2 дня, я за 2 дня выучил. И эти 2 дня я не мог работать в сервисе. Я отпросился, значит, и мне так понравилось не работать, в смысле в сервисе, не быть вот этим мазутным крабом в темной вот этой дыре автосервиса, а как белый человек прийти, сесть за установку и зубрить песни. Мне это больше понравилось. И после этого концерта этот чувак стал приглашать меня играть еще, и я сказал, что нафига мне этот автосервис нужен вообще. И таким образом я бросила автосервис. Вот. И
Дальше она спрашивает: ты же ставишь здесь машину? Я стою и не могу понять. Это вот мать моего друга, которого я уже не видела лет 10, наверное. Она говорит: ты же ставишь здесь машину? Я говорю: ну да, я ставлю здесь машину. Иногда. Она говорит: а можно я тебя буду попрошу тебя летом отвезти меня в сад? Представляете, чем дело закончилось? Вот кто бы из вас, когда в здравом уме бы понял, о чем идет речь вообще? Кто-нибудь из вас понял, о чем идет речь? Вот. У меня просто в башке флешбеки. Зачем ты его сюда затащил? Что он тут делает? Понимаешь? И вот эта вот кроткая, маленькая женщина сейчас. Я стою, значит, на парапете. Вот я вышел, там крыльцо, а она внизу. И получается, я ее головы на 3 выше. Ну так я ее где-то, может быть, на голову ниже, может быть. Или как с мамкой, может быть, одним ростом практически уже. А тут на 3 головы. Я стою так сверху на нее смотрю, а она петляет глазами так туда-сюда, туда. Глаза мне не смотрят. Я, говорю, тебя попросила бы, ну, ты бы смог бы? Я говорю, конечно, смог. Если бы я был свободен, я бы смог. Она говорит: ну, в другой раз дашь мне свой телефон, я буду молиться, чтобы другого раза не было. Потому что мне не хватило сказать: а вы помните? Вы помните, что было тогда? А я помню до сих пор. Мне в Ютубе написали комментарий. Мне, наверное, стоило микрофон одеть. Вопрос был такой: как я играю, значит, на джембе? Дело в том, что на джембе я вообще не играю. Вот. И на этих наручных барабанах предпочитаю не играть. То есть у меня с руками проблема. Как видишь, я вот согнул пальцы, все разогнулись, а этот нет. То есть еще чуть-чуть, и я Человек-паук. То есть мне нужно прилагать усилия. Вот здесь гораздо сильнее. Я стараюсь не играть на ручных барабанах, потому что очень плохо чувствуют себя пальцы. Но так как я сыграл, там буквально, я не знаю, я тебе хочу просто показать. Вот на примере вот этого стола, например. Сейчас я тебя зафиксирую, чтобы никто не падал. Надеюсь, что-то видно. Буду показывать вот на этой поверхности. Когда мы играем на барабанах, на установке, у нас есть бочка, есть малая. Когда мы играем на джембе, у нас одна круглая поверхность. Вот, все. Но у джембе, если ты будешь играть, допустим, ладошкой, если ты будешь ладошкой играть в середину, например, у тебя получится имитация типа бочки. Конечно, у джембе поверхность побольше. Да даже если такая, тоже нормально. То есть можно в край, допустим, бить. А этой рукой, то есть это будет бочка, да? То есть тебе нужно сделать так, чтобы удар у тебя, вот, ну, когда я играл, мне казалось, что таким образом самый лучший звук извлекается. То есть ты не просто с пальцами кверху бьешь, а ты как бы плашмя вот одинаково всей поверхностью как бы касаешься. Может, прям на пэде потренироваться, то есть. Как у тебя начнет получаться одинаковый звук постоянно. Давай, переверну, чтобы потише был. Понимаешь, можно иногда так садануть, что прям мало не покажется. Так вот, кстати, практически схожее ощущение. Это бочка. Дальше у нас имеется еще снейр. Чтобы звук отличался, нам нужно от ребра сыграть. Почему я не люблю играть на ручных барабанах? Потому что вот что происходит, понимаешь? Если ты просто вот так сыграешь, звука не будет. Если ты вот так сыграешь, не будет. Вот так.
ну, будет, но не то, что тебе нужно. Тебе нужна кардинальная разница. Низастый удар и высокий. То есть, когда ты будешь играть пальцами и, считай, костяшками ты будешь играть в обруч, и твои пальцы от удара будут сгибаться и бить еще и по пластику или по коже, да, то есть у тебя будет такой звук, типа, такой верхастый. Так вот, мы сейчас говорим про звукоизвлечение, то есть, по идее, нужен джембик, чтобы показывать это все дело. Но я не собираюсь играть на этих барабанах, я просто тебе показываю. Ты потом возьмешь джембик и попробуешь сам поизвлекать. То есть я извлекаю как-то так. То есть, когда я играл на джембе, у меня вот эти части пальцев, они все были синие, короче. После хорошего концерта, вот прям все синие, пальцы не гнулись у меня, вообще не сгибались. Вот почему я не люблю еще играть. А теперь про бит. Значит, у нас имеется такой бит. Вот я тебе в GrooveScriber нарисовал, как это звучит. У меня здесь нет звука в джембе, поэтому будем слушать установку. Это, соответственно, правая рука, это левая. Мы, когда не играем бочку, можем играть госноты, поэтому это опять правая рука, это левая. Тум, тупа, тум, тупа, тум, па, тапа, тапа. Правая, левая. Тум, тупа, тум, тупа, тум, па, тапа, тум. Теперь показываю, как это выглядит на руках. Приспичило в 11 часу ночи показать, как правильно барабанить. Тоже мне барабанщик. Как этот Дэн Маринкин сегодня сказал в драм-руме. Развелось преподавателей. Я так понял, что это про меня. Потому что... И ты знаешь, когда я вот это слышу, мне сразу, я такой осекаюсь, сразу такой, надо перестать этим заниматься. Ну, перестать просто. Ну, кто ты такой, блин? Ну, камон, ну. Ты же просто сельский пацан, который чуть-чуть научился играть. Какого хрена ты снимаешь обучалки? Я начинаю себя грызть. Потом читаю, короче, комменты. Санек, ты лучший препод, ты объяснил лучше, чем все преподы, которых я где-то видел там. И я такой, да пошло на все нахер, буду продолжать, блядь. Ну, как могу, так и объясняю. Итак, у нас есть бит, который звучит вот так. Бит может быть разным, но это суть не меняет. Мы сейчас можем с тобой рассмотреть несколько битов. Тум, катум, пан, такатум, тукатум. Так. Кстати, очень прикольная фишка пропевать то, что ты хочешь сыграть. Прям рекомендую. Итак, вот тут я буду играть, короче. Бочка, бочка. И когда ты играешь бочку, тебе нужно сыграть две госнотки. Одну госнотку правой рукой. Ты будешь ее просто играть пальцами вот так вот. Понимаешь? Пальцами. То есть ты можешь сыграть две госноты и бочку. Понимаешь? Мне надо со стола убрать, чтобы не гремело. Бочка. Малый. Мне неудобно слегка. Ну, я уж тебе объяснил, как ты будешь удары извлекать, да? Смотри. Пум. Тупа. Тум. Тупа. Тум. Па. 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 Пум. Пупа. Пум. Тука. Тум. Пам. Па. Па. Я не специалист по джембе. Это чисто вот, что я сам освоил, вот это вот. Мне надо было очень много играть в кабаке, короче, с джембе. То есть пошла такая возня заработать именно джембе. С помощью джембе кучу денег. Я просто вот взял джембе и пошел в кабак. Я не знал, что с ним делать вообще. Просто сел и начал играть. Я знал, что это бочка, это малый. Все. Сначала я играл так. Или вот так. Любой бит, просто бочка малый. А потом начал наматывать вот эту волосню всякую. Вот и все. 27 марта, девчонки, мальчишки. Вчера прислали письмо, что опять смена руководства. Да играются они, короче, что кто-нибудь выкупит эту территорию
просто. Под какой-нибудь, я не знаю, жилищный комплекс какой-то, например. Просто мы пойдем отсюда нахер. Блин, печально, если так случится, конечно. Переобувка уже началась вовсю. Кстати, тоже надо подумать про переобуться. Территория тут огромная. ДОСАФа. Сам ДОСАФ уже не работает по назначению. Здесь нету школы, какая раньше была. Здесь сейчас просто бизнес-центр. Все площадя в аренде. Вот. Но почему-то с директорами какая-то лажа. Они меняются просто как перчатки, как носки просто. Игорек на месте. Прям очень бы не хотелось, чтобы это все пошло по одному месту. Просто пойти больше некуда, реально. Негде больше взять помещение за такие. Пусть даже я там ругаюсь, что это дорого. Окно кто-то выставил, ни хрена. Но это все равно недорого по сравнению со всеми остальными ценами. Будет очень печально, если вся эта история длиной почти в 20 лет нахождения здесь закончится. Да будет свет. Так, я так полагаю, батя мне будет сейчас звонить и говорить. Потому что он сейчас будет сидеть в гараже, набухиваться со своим собутыльником, короче. Вот. Ну, конечно же, он никуда не пойдет. Тем более, что там ему идти на гору. Соответственно, не сможет он никуда пойти. Поэтому будем ждать звоночка и поедем забирать клиента. В общем, исходя из прошлого бложика, мы узнали, что петличка Holyland Lark M2 пишет барабаны круче. Вот, находясь на том же примерно расстоянии. Ну, то есть вот тут вот магнитится, я и сюда леплю. Вот. Звук получается мясистей, жирнее. Знаю, что ты любишь. Смотрите, как я играю. Я люблю просто играть, не думая ни о размерах, ни о темпах, ни о тактах. Просто вот как Бог на душу положит, так и играется. Ну все, ставлю вот эту приблуду. Приблуда поставлю. Микрофон висит. Пошли играть.
Вышел проверить, что там Игорек, думаю. Сходить к Игорьку, что ли? Усвистел уже. Усвистел. Ну ладно. Подумаешь. Короче, постоянно думаю о том, что что-то у них не ладится там в руководстве. Это нехорошо. То есть это вроде бы как ДОСАВ, но уже не ДОСАВ. Блин, надеюсь, все будет нормально, слушай. Просто, если это все схлопнется, я не знаю, что я буду делать вообще. Не снимай, не выкладывай. Совсем немножко поработал башкой, придумал упражнения на завтра. С Иришкой будем завтра заниматься. И у меня повысилась как бы цена. Так интересно было. Все старые ходили по старой цене, а новые уже по новой. Потом старые, видимо, из бложика, старые ученики, в смысле, прознали, что я повысил. И начали мне платить больше. Вот. А новые все отвалились, короче. И сегодня и остался только один ученик, Матвей, который ходил по старой цене. И сегодня, так как он неделю задвинул, вот, я решил, что хватит это терпеть, и пора ему сообщить тоже, что цена теперь такая. Хочу опустить немножечко. В общем, видел такой вопрос, как бить в железо. Может быть, тебя интересует, как бить железо, чтобы его не убить? Так это касается посадки. Сейчас тебе покажу. У Калька жизнь глазами барабанщика. У Калька видос по расстановке. То есть это целиком и полностью зависит от расстановки. Посмотри. Вот я тебя сейчас подниму спецом на высоту железа. Видишь, вот железо. Теперь посмотри, где у меня плечо. То есть, если мы проведем линию от плеча, понимаешь, да? То есть железо у меня висит ниже плечевого пояса. Почему так? Почему не выше? Потому что, когда ты его поднимешь выше, давай попробуем, например, выше плечевого пояса, да? Смотри, что меняется. Меняется угол удара. Сейчас микрофон одену. В общем, я не собираюсь делать, поэтому обучалку это, двухсекундная информация. Просто вот и все. Уже, по-моему, и так все ясно. Как меняется угол удара в тарелку. Вот этой тарелке, посчитай сам. В 2011 году я ее покупал. На ней нету ни одного скола. Потому что она никогда вот так не висела, понимаешь? То есть и выше. То есть даже я никогда не понимаю, зачем вешать вот так вот, например. Вот так вот. И делать вот так вот. Вот этого я тоже никак понять не могу. Меня даже сейчас тошнит от этой постановки тарелки. Просто. Мне аж плохо стало просто. Это, наверное, какой-нибудь хард-рок, какой-нибудь хэви-метал, я не знаю. Когда ты бесплатный эндорсер, ты можешь спокойно вешать вот так тарелку. Да, она от малейшего усилия будет заводиться очень сильно в таком случае. Потому что угол атаки очень острый, понимаешь? Даже сказать тупой, наверное, да? Тупой же угол атаки. Чем ты будешь делать острее угол, тем дольше будет жить твое железо. Вот просто запомни это правило. Чем острее угол, вот тупой угол, а вот острый. Чем острее угол, тем дольше живет железо. А остальное решать тебе. Может, у тебя денег куры не клюют. И у тебя нет такого вопроса. Типа, что делать, где брать.
Вот, поэтому мои железки висят на таком расстоянии. То есть эта постановка, она ни с кого не срисована. Я ни за кем не повторял, просто мне так удобно, понимаешь? Я был приятно удивлен тем профитом, что эта постановка, то есть на продолжительность жизни тарелки влияет. Плавно перетекаем к вопросу, а почему у меня здесь райт? Почему у меня здесь райт, а не том? В самом начале пути у меня здесь был том. А райт у меня висел примерно вот как эта чайна. У меня не хватало ума повесить сюда, понимаешь? Я так уж устроена, когда человек поднимает руку и держит ее. То есть мне надо играть, я буду держать ее здесь, понимаешь? Это вопрос... Сейчас тебе покажу просто. Это не просто так, понимаешь? Я, чтобы ты понимал, бывший автослесарь. И какое-то время я провел прям под машиной, когда надо делать что-то вот так. Я обратил внимание на то, как только ты поднимаешь руки, у тебя пошел отчет. Понимаешь, ты не можешь стоять какое-то время, какое ты захочешь. У тебя сразу начинает тикать таймер. И твои руки дервенеют просто. Ты ковыряешь, потом стоишь. Опять ковыряешь, опять стоишь. Это физиология, понимаешь? Когда ты поднимаешь руку, вот здесь вот ключица пережимает вену. Загугли. Она просто пережимает вену, и у тебя перестает поступать кровь к рукам. Так вот, я не стал помещать тарелку райт высоко, потому что, как я уже сказал, я работала в автосервисе, и поднимать руки я не люблю вообще. То есть я люблю ковыряться в машине вот с такими руками, максимум вот с такими. И то уже чувствую напряг. Понимаешь? Поэтому я карбюраторщик, собственно. Я люблю ковыряться вот что-то где-то вот так, на уровне пояса. Когда ты поднимаешь руку и начинаешь играть что-то там. Вот за все время игры у меня начало сводить плечо. Просто вот я играю, но ты представляешь, то есть сводится плечо, устает рука, мышца. Это моя рука весит не так тяжело. А есть люди в комплекции, у которых рука весит как моя нога. И это все надо держать на весу. Это должен быть у тебя прокачанный плечевой пояс. Тебе надо ходить в спортзал. И даже спортзал тебя не убережет от того, что твоя рука занемеет, находясь вверху просто, понимаешь? То есть, как только ты начинаешь играть в райт, который у тебя находится наверху, твоя рука начинает неметь. Так устроено человеческое тело. Поэтому у меня наверху только крэши для единого раза, как бы. Допустим, в самые редкие моменты во всех у меня партиях бывало такое, что я просто играю в крэш, наваливаю. Но рука находится в движении. Вверх-вниз, вверх-вниз. То есть она не находится вверху постоянно. Вот. Райт у меня всегда находился вот здесь. Если здесь мне неудобно играть, потому что рука находится вверху, и она постепенно немеет, то здесь мне неудобно играть, потому что мне приходится держать ее вот таким образом. То есть, если здесь я могу спокойно играть, слегка вытянув руку. Я могу играть сколько угодно, понимаешь? То есть самое естественное положение руки, слегка согнутая в локте и слегка выдвинутая вперед. И то выдвигаю сильно, когда мне нужно попасть в белл. И то потому, что райт у меня огромный. Когда у меня был 19-й райт, вон он висит, он ближе ко мне находится, понимаешь, потому что он меньше. И белл находится ближе. Вот. В чайную тоже я играю примерно, раз в 5 лет, наверное. Вот. Поэтому просто всегда находиться в таком положении мне неудобно. Поэтому чисто в угоду удобства том был снят. Еще была такая у меня проблема, что у меня была установка, где был 12-13 том, а этот 16. То есть разница между этими
минимальное. А между, допустим, этим и этим уже существенное. И я так понял, что он мне просто, по таким принципам, он мне, в принципе, не нужен. Я люблю, когда разница существенная. Надеюсь, понятно объяснил. Все исходя из эргономики и даже расположения крышей. Чтобы не поднимать высоко руку при игре. Короче, халява. Просто обожаю халявить. Обожаю ни хрена не делать. Зачем поднимать, если можно не поднимать? Зачем оттопыривать руку, если можно не оттопыривать? Если есть попадаются какие-то ритмы прикольные, где у тебя перекрещиваются руки, а тебе надо играть в хэт, ты можешь играть во второй малый, чтобы у тебя левая рука свободно ходила по траектории, по любой, абсолютно. Играла все, что захочет. И в это же время правая могла подняться, опуститься, не мешает друг другу вообще никак. Сюда можно поставить... Некоторые ставят практически одинаковые барабаны, просто настраивают один выше, другой ниже, например. Вот и все. У меня здесь каких только барабанов не было. Тот, который продал, этот. В общем, или просто вообще ничего не беру. Зависит от того, какой это концерт. Типа сольник. Если сольник, то я беру все, что у меня есть. Если солянка, беру минимум просто. Вот. Положение хай-хета тоже я удивляюсь некоторым ученикам просто. Если попадается упражнение про хай-хет, то хай-хет ставится в какое-то непонятное положение. Непонятное для меня. Для чего? То есть это настолько выверенная расстановка, что можно дотянуться до любого барабана двумя руками, просто слегка повернув корпус. Все. Получил еще такой вопрос. Как играть по томам и не терять равновесие? Потому что надо сидеть всей жопой на всей табуретке. Вот. Как бы ты ни играл, что бы ты ни делал, ты не должен. Я могу угадать, почему ты теряешь равновесие, потому что ты держишь ноги на весу, скорее всего. Потому что ты только начинаешь играть. Батя позвонил, все обломалось. Я не знаю, что там записалось. Короче, вот. Понаблюдай за своими ногами. Вероятнее всего, они у тебя в воздухе находятся. То есть видел я такое не раз. Вот такое вот. Игру вот такую по педали. Так, к сожалению, должен разорвать, остановить запись. Иначе себя люблю. Я уже